Дорогие друзья, мы беседуем с мастером дыхания Дэном Брюле, и у нас есть несколько вопросов о стрессе и курении. First question, the series of questions about stress and smoking. Could you explain in few words the physiology of stress for people who are not medical people, psychologists? Well, the basic physiology of stress is a very ancient survival program. Первый вопрос о физиологии стресса. И физиология стресса основана на древнем инстинкте выживания. And it's just out of control now. Этот инстинкт просто сейчас вышел из-под контроля. We needed it when a tiger was about to jump from a tree onto us. Это было очень нужно, когда на нас мог спрыгнуть тигр с дерева. But now in modern civilization we're reacting to many everyday things as if they're really a threat to our survival. Но сейчас в современной цивилизации мы реагируем на многие вещи, как будто они представляют угрозу нашему выживанию. And then we complicate that by becoming afraid of the symptoms themselves. И затем мы еще усложняем тем, что мы реагируем на сами симптомы. So if we're actually in danger, we need energy to be able to run or fight. Если мы по-настоящему находимся в опасности, нам нужна энергия для того, чтобы бежать или бороться. And after the danger has passed, then that survival response also passes. А после того, как опасность уходит, вот этот ответ, направленный на выживание, он тоже должен сниматься. However, now in modern civilization, that reaction is being constantly activated. Но сейчас в современной цивилизации эта реакция постоянно активируется. And then we keep it activated by our dysfunctional thinking. А затем мы сохраняем ее в активированном состоянии тем, что поддерживаем такие дисфункциональные мысли. It's basically it's triggering a survival mechanism that is not really needed in the moment. И это всегда запускает механизм выживания, который на самом деле в то самое мгновение не требуется. So in general, that's it. Вот в основном вот это так. Следующий вопрос. Какова роль дыхания в преодолении стресса? What is the role of breathing in overcoming stress? Whenever we struggle or we feel pain or fear, the breath is interrupted. Когда мы сражаемся, когда мы испытываем боль или страх, дыхание каким-то образом прерывается. So that's the cure is to restore natural breathing. И лечением является восстановление естественного дыхания. As soon as possible when we receive some shock or fear. Настолько, насколько это быстро, в тот момент, когда мы чувствуем какой-то шок или страх. And so our habits of breathing will either reinforce the stress or will help to reduce it. И наша способность дыхания будет либо усиливать этот стресс, либо будет его ослаблять. So it's up to us to develop breathing habits that support us and not complicate the stress. Поэтому в нашей власти приобрести такие привычки дыхания, которые будут нас поддерживать и не усложнять ситуацию стресса. And also we have to control our self-talk, our inner dialogue. Также надо научиться контролировать наш внутренний разговор, внутренний диалог. And we have to learn to control our physiology. И также нужно научиться контролировать свою физиологию. Noticing when we contract muscles and using the breath to relax those muscles in order to relieve the stress. Замечать, когда мы напрягаем мышцы, и использовать дыхание для того, чтобы сбросить это напряжение и расслабиться. Следующий вопрос. Как, по-вашему, курение влияет на преодоление стресса? What is your opinion? How smoking
influences the overcoming stress? Well, smoking deadens our feelings. It numbs our internal feelings. Курение убивает наши чувства, оно лишает нас чувств. It covers our internal feelings with another feeling so that we don't have to feel what's underneath. Курение закрывает наши чувства, накладывая на них слой других чувств, поэтому мы не чувствуем то, что находится внизу. It desensitizes us. То есть обесчувствливает нас. Which for some is a good temporary solution to something that they cannot overcome. Для кого-то это может быть хорошим временным средством для того, чтобы справиться с тем, с чем они не знают, как справиться. But then it becomes a habit of the system. Whenever certain feelings arise, we automatically smoke in order to cover or deaden those feelings. Но затем это превращается в привычку системы, когда поднимаются какие-то чувства, с которыми человек не может справиться, их убивают, эти чувства, или подавляют. Удовольствие от курения – это не что иное, как удовольствие от дыхания. Pleasure of smoking. Is it a pleasure of breathing? Well, when you smoke, you can see the breath. Когда вы курите, вы можете видеть дыхание. When you smoke, you can feel you put substance into the air, and so you can feel yourself breathing. Какие-то частицы буквально выпускаете в воздух, поэтому вы можете вот это все видеть, So себя дышащим. It's like a substitute for the real thing. Но это получается как некая замена чему-то реальному. And smoking is a substitute for inner fire. Курение – это замена внутреннему огню. Some people, we don't feel alive unless there's some stress happening in their system, and then they know they're alive. Некоторые люди не чувствуют себя живыми до тех пор, пока не возникнет какой-то стресс в этой системе. Только так они чувствуют, что живут. So, creating some uncomfortable situation in the body gives us a sense that we're alive, that something is happening. Создание каких-то дискомфортных ситуаций для своего тела дает в таком случае ощущение, что мы живы, что-то происходит. So people get addicted to that substitution process. И люди привязываются, вот, получается, в зависимости от вот этого процесса такого заместительного. What about pleasure? They say it is pleasurable. Yeah, the pleasure comes from escaping the uncomfortable feelings that are trying to come up. Я спросила, а как же с удовольствием? Вот здесь звучит в вопросе, что это доставляет удовольствие. И ответ такой, что удовольствие возникает из того, что люди сбегают от того, что в них поднимается, и стараются выйти. So when you use anesthesia, you're not feeling pain, but you're really not feeling pleasure, you're just not feeling pain. Когда вы используете анестезию, вы не чувствуете боль, но вы также не чувствуете и удовольствие. Просто в этот момент вы не ощущаете боли. So then we get accustomed to enjoying the absence of pain, and we never really touch the real pleasures, natural pleasures. И со временем мы привыкаем к тому, чтобы жить без боли, и начинаем считать это удовольствием. А на самом деле это означает, что мы просто никогда не чувствовали удовольствия. And so it's not until we eliminate these substitutes that we can begin to get in direct contact with the real pleasure of life. Поэтому пока мы не удалим вот этот заменитель, мы не сможем прикоснуться к настоящему удовольствию жизни. Is breath pleasurable? Is breathing pleasurable? Breathing? It's ecstatic. Я спросила, вот если речь идет об удовольствии от курения, а как вот, что можно сказать об удовольствии от дыхания? Он говорит, удовольствие ли доставляет дыхание, это просто
экстатическое. And if you don't know how good breathing feels, then just have someone cover your mouth for a few minutes, and then when you begin to breathe, feel how good it feels to breathe. Если вы не ощущаете, насколько хорошо дышать, просто найдите какого-то человека, который на несколько минут закроет вам рот и нос, и после этого почувствуйте, как же хорошо дышать. But there are a lot of beautiful things in life that we're just not noticing. Но вообще в жизни есть очень много прекрасных вещей, красивых, которые мы просто не замечаем. So if we start with the hidden pleasures of breathing, it's a good start. Поэтому если начать с такого вот скрытого, невидного прежде удовольствия дыхания, это очень хорошее начало. And how much awareness we put into our breathing, it's equal to how much pleasure we get from it. И сколько осознанности мы можем привнести в свое дыхание, это равняется тому, сколько удовольствия мы получим в результате от него. But most people don't pay attention to their breathing unless they're having a problem with it, and then the rest of the time they're just unconscious of it. Но большинство людей не обращают внимания на дыхание до тех пор, пока в нем не возникнут какие-то проблемы, а остальную часть жизни они вообще не осознают дыхание.